Здорово, мужики! Хочу вам показать решение одной проблемы. Ой, блин, погодка какая замечательная сегодня. Прям весной пахнет. Пережили зиму. Ладно. Решение такой проблемы, а именно стук рулевой колонки. Для кого-то, может, это уже не проблема, может, кто уже ее решил. Но хочу все-таки посоветовать и поделиться своим мнением. Стук очень стрёмный. Меня прямо бесило, пока я не разобрался, в чем здесь дело. А дело здесь вот в этом рулевом карданчике. Вот он. Разбивает шлицы. У него, видать, должен быть ход. Он этот ход небольшой, миллиметра 3. Кузов с рамой играется. Вот этот карданчик компенсирует это все дело. Он сам мощно так смотрится, блядь, но и сделан из сыромятины. Шлицы там как будто, блядь, велосипедные на руле, когда руль регулируешь, а там, блядь, шлицы недалеко от них ушли. Слабенькие. И из-за того, что металл растягивается, они разбивают, и начинается люфт. Люфт уже потом идет на рулевое колесо. Уже руль не так точно поворачивает, как надо. И вот этот стук на каждой, блядь, трещине в асфальте, переезжаешь рельсы, блин, вообще бесит. В общем, что мне помогло? Мне помог магазин сантехнический. Взял хомут. Но у меня не хомут я не нашел такого размера, 25 размер нужен. Я взял сгон. Но это то же самое. Главное, чтобы был на 4 болтах. Чтобы лучше фиксировался и контролировать уровень затяжки. Потому что вот я вот на этом хомуте уже езжу год с лишним. Раза, наверное, 3 я уже к нему подлазил, подтягивал. Сразу подтягивать его сильно не надо, повторюсь, то, что его затянет и хода не будет. Надо вот прям с легонца его. Я его вообще изначально снял, разобрал, посмотрел, что к чему там. Обстучал его, как некоторые делают. И сразу поставил хомут. И все, ребята, я забыл, что это такое. Ездишь, как, блядь, на новой подвеске, как будто только что тряханул. Вчера стучало, сегодня поставил. Блин, вообще небо и земля. Но вот главное не перестараться с затяжкой. Хватает в этой... Один раз подтянул, хватает. Ну, наверное, мне на 30-40 хватило. Я потом просто залез, еще подтянул. Начинаешь чувствовать, как колотит. Но она уже с ним даже и не так колотит, как колотит без него. Так что, ребята, если у кого закрались сомнения, что у него там, блядь, стучит, и если еще никто не сталкивался с этим карданчиком, то вот вам моя рекомендация, как это сделать. И вы забудете это раз и навсегда. И не надо мучиться, если у кого по гарантии ездить, ума пытать этим гарантийщикам, только нервы себе трепать. Купил хомут, стоит он 150 рублей. Поставил и наслаждаемся спокойной ездой. Что по гравийке, что по плохой дороге. Такая история. Она и не новая история, так мужики делают. Но именно, чтобы на Next такой умудрились. По крайней мере, в интернете я не видел. Почему и решил заснять, показать вам это все. Так что, такие дела. Подписывайтесь, пишите в комментариях. Давайте делиться проблемами, решениями этих проблем. Чем я могу подсказать, подскажу, сниму обязательно. Или вы пишите, какие вы нюансы знаете, как можно что-то сделать, обхитрить конструкцию данного автомобиля, улучшить.
Будем общаться. Давайте, всем пока. Берегите себя, берегите свои машины. Но погодка сегодня точно отменная. Прямо аж на душе. Ой, хорошо. Всем пока, ребята. Удачи.